Hi everyone, с вами Ева Лорман, и мы продолжаем серию роликов под названием «Как подобрать цвет волос по цветотипу кожи». И в этом видео мы рассмотрим желтый цвет лица, не просто желтый, а еще с пигментными пятнами. Итак, let's go, друзья! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и мы едем дальше. А я напоминаю, что это целый сериал, в котором мы уже рассмотрели вот эти варианты цвета кожи. Кому интересно, можете посмотреть. И по традиции я задаю вам вопрос, как вы думаете, к какому цветотипу по временам года относится данный цвет кожи? Пишите в комментариях, мне очень интересно узнать ваше мнение. И в заключении этого сериала я выпущу ролик, в котором мы подведем итоги, и я поделюсь своим взглядом на цветотипы кожи по временам года. А сейчас мы в программе Photoshop инструментом пипеткой быстренько посмотрим, какой же цвет кожи у данной модели. Не буду долго на этом останавливаться. В предыдущих роликах более подробно я рассказываю, каким образом это все происходит. И в итоге мы получаем желтый цвет лица. Конечно же, он не такой желтый, как мы привыкли думать об этом цвете, что он такой яркий, желтый-прижелтый. Нет, конечно же, лицо не может быть такого цвета, если человек здоров. Далее разложим этот цвет, и мы видим, что он состоит из двух цветов. Основного желтого и совсем чуть-чуть красного, напротив которых находятся зеленый и синий-фиолетовые цвета. А это говорит нам о том, что именно эти цвета смогут нейтрализовать нежелательный желтый оттенок. И мы покрасили нашу модель в черный цвет. И что же произошло с лицом? Мы видим, что лицо стало светлее, немного даже бледнее. Вышел какой-то розоватый оттенок на щеках, и пигментация уже не так видна. То есть здесь мы сработали на контрасте. Очень темный цвет волос. Поэтому, если вдруг у вас есть такие проблемы, пигментация кожи, но нет глубоких морщин и есть желание немножко охладить лицо, то можно именно темным, очень темным цветом волос сделать такой эффект. Но честно скажу вам, я не сторонница темного цвета волос в данном случае, потому что тут присутствует куча своих подводных камней, начиная от седины, которая будет видна уже через неделю после окрашивания. А также, конечно же, глубокие морщины, они будут подчеркнуты темным цветом волос. А еще немаловажно, скажу как визажист, еще моментик такой, если у вас маленькие глаза, то черный цвет волос их сделает еще меньше по размеру. Вот такая фишка с этим черным цветом волос. То есть, если глаза позволяют, размер глаз большой, как у данной модели, то черный цвет, как видите, ее не портит, а наоборот, немного даже украшает. А почему глаза становятся маленькие? Потому что при темном цвете волос лицо становится белее, а значит больше. А если еще лицо крупное, то оно вообще увеличивается в какие-то нереальные размеры. Соответственно, глаза становятся меньше на этом фоне. Вот сколько особенностей может быть. Далее покрасили нашу модель в шатен. Это коричневый шатен, как правило, он имеет примеси и красного, и холодного оттенка. Опять с левой стороны я вам показываю номера красок, которые будут соответствовать именно этому цвету волос. Эти номера цветов соответствуют международной классификации, и в пример я привожу палитру Kin. Более подробно об этой палитре есть ролик, ссылку я оставлю в описании. В общем, вы видите опять трансформация цвета лица. Лицо светлее, красноватый оттенок даже на лице присутствует. И удивительно, я сама вот смотрю на фотографию и думаю, надо же, лицо прям реально чище. Хотя ничего с этим нижним лицом я вообще не делала. Это просто цвет волос, так сыграл. В конце ролика я вообще вам покажу целый фокус с цветом волос и с цветом лица, поэтому смотрите ролик до конца. По сравнению с черным у шатена больше плюсов, а причину я уже вам рассказала. Следующий цвет волос – медный цвет на уровне шестерки, семерки, и лицо опять стало чище. Я бы вообще взяла этот бы цвет на карандашик. Она такая яркая, сочная получилась.
не знаю, мне нравится. Если порассуждать на эту тему, то в медном цвете присутствует красный цвет, которого не хватает в цвете лица нашей модели. Помните наш хроматический круг или цветовой круг, где я показываю желтый кружочек и красный? Так желтого намного больше, чем красного. Соответственно, красный цвет волос компенсирует недостаток красного оттенка в лице нашей модели. Как вариант, как вариант. Следующий цвет лица – красный или красно-фиолетовый, фиолетово-красный. Он примерно так же сработал, как и медный, но мне кажется, все-таки чуточку лучше, потому что здесь более холодный подтон цвета волос. Вот почему происходит более явная нейтрализация желтого цвета лица. Тоже как вариант, как вариант. Следующий вариант – русый цвет волос. Сам по себе цвет волос очень красивый. И посмотрите, что происходит с лицом. Оно совсем другого цвета. Удивительно, лицо чище гораздо, с розовенькими щечками. Конечно, кто-то может сказать, что человек потерялся и так далее, но вопрос в том, что нейтрализация желтизны, нежелательной желтизны, просто на лицо. Я бы сказала, отличный вариант, и при сидении будет очень удобно поддерживать данный цвет волос, так как не будет такого контраста, как при темных волосах. На карандашик однозначно. Следующий вариант – золото. Золото недалеко ушло от первоначального варианта, но тем не менее снизу лицо выглядит более чище, на мой взгляд. Поэтому тоже, если вы любите золотистые оттенки, смотрите, какой цвет лица у вас получится при наличии цвета волос золота. Следующий вариант – это медный цвет. То же самое мы видим, что недалеко ушло от первоначального варианта. И я бы сказала, что цвет лица практически одинаковый. Внизу немножко более ярче цвет волос, и на контрасте цвет лица выглядит более свежее. А так, по факту, никакой нейтрализации нежелательной желтизны здесь не произошло. Даже уже сейчас можно сделать вывод: данному цвету лица нужен контраст. Следующий цвет волос – бежевый, красивый бежевый цвет волос. Сам по себе цвет, конечно, шикарный. Многие блондинки мечтают иметь такой цвет. Но данная модель становится никакой. Хотя нейтрализация желтого произошла, но человек стал какой-то однотонный. Волосы и лицо одного цвета. Как вариант, может быть, кому-то и понравится, так как многие мечтают хоть как-то нейтрализовать желтизну лица, пигментацию. Поэтому не исключаю как вариант, как вариант. Следующий цвет волос – фиолетово-пепельный блондин. Что скажешь? Нейтрализация произошла, лицо стало тоже более бледным, но при этом при всем вау-эффекта нет. Я бы сказала, что здесь произошел небольшой обратный вау-эффект. Человек как бы теряется. То есть данному цвету лица монохром придает более бледный, что ли, вид. Я думаю, все-таки нужен здесь контраст однозначно. Но как нейтрализатор желтизны срабатывает замечательно. Следующий цвет волос – пепельный цвет. Ну, конечно же, который придает нашей модели возраст, что ли. Но мне такое впечатление, что передо мной прям реально постаревший человек. Пепельный цвет, он такой, он может состарить в секунду. Поэтому я бы его точно бы исключила, хотя как вариант нейтрализации желтизны он работает отлично. Но все зависит от уровня тона, на каком уровне тона покрашены волосы. Нашей модели нужно обязательно использовать контраст, то есть более темные цвета, средний, 6, 7, 8, даже 9 уровень тона делают ее как бы безликой. Но должен же быть какой-то вариант с вау-эффектом. Конечно, он есть, я вам его подготовила, и он, естественно, с изменением стрижки дополнительно. Вот он, этот эффект. Человек просто меняется, совершенно другой характер у этой модели. И, конечно же, большую роль тут сыграла стрижка. Это Пикси, и эта стрижка есть у меня на канале, можете посмотреть, ссылка будет в описании. Идет нейтрализация желтизны 100%. Лицо не потерялось при таком цвете, то есть она яркая, хотя и блондинка. Этот цвет супер блонд, пепельно-фиолетовый.
Просто уровень тона 10, 11, 12. Короче говоря, это супер блонд. Вот в чем фишка этого цвета. А теперь посмотрите внимательно, как меняется цвет лица при смене цвета волос, чтобы вы убедились, что я цвет лица вообще не меняю. Вот есть базовый цвет лица, я меняю цвет волос, и вы видите, что происходит с цветом лица. Это так прикольно, никогда бы не поверил, да, если бы не увидел собственными глазами, как это все может происходить. Поэтому, друзья мои, я вам этим моментом хочу сказать, что цвет волос, он реально работает на цвет лица. Либо на него, либо против него. Поэтому мы проходим с вами это так достаточно глубоко, может кому-то и покажется. На этом все. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Благодарю вас всех за активное участие в моем канале, за прекрасные комментарии. Продолжайте в том же духе. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.